Prabhupada ki jai. So we'll continue on when we left this morning. Итак, мы продолжим наше обсуждение, которое с того места, где мы остановились утром. I think we've got about 1 hour, right? Sorry, I didn't hear. I think we have about 1 hour. У нас сколько времени? Час до 4, да? Кто-то мне сказали до 4, но 1,5 часа. And then after this, there's what, a drama? Yeah. And then back to Vedanta Research Center. Okay, so we were still discussing about that second heart or third heart attack that Prabhupada had in New York. Итак, мы остановились с вами на обсуждении той ситуации, когда у Шрилы Прабхупады в 3-й раз случился сердечный приступ. Это было в 1967 году в Нью-Йорке. In July of 1967, Prabhupada went back to India. В июле 1967 года Шрила Прабхупада вернулся в Индию. And he stayed there for 6 months. И пробыл там полгода. But even whilst he was in India, he was still trying to set up his new society, ISKCON. И даже продолжая оставаться в Индии, Шрила Прабхупада все еще делал что-то, он трудился для того, чтобы ISKCON состоялся как организация. And at the same time, he was also still trying to complete or continue with his work of translating the Bhagavatam. И вместе с этим он продолжал трудиться над переводом Бхагаватам. So we mentioned yesterday, if you did the calculation, that it took him 4 years to do the first canto. Вчера мы говорили, что в целом для того, чтобы закончить первую песню, ему потребовалось бы 4 года. And there's 12 cantos. А песни всего 12. That means another 44 years would be required to complete the other 11 cantos. Если за 4 года он перевел и прокомментировал первую песню, то на остальные 11 ему потребовалось бы еще 44 года. So an impossible task. Видно, что миссия невыполнима. But as soon as Prabhupada arrived in America, he found a solution. Но когда Прабхупада приехал в Америку, он сразу же обнаружил выход из этой ситуации. I think maybe it was Gargamuni that discovered this dictaphone. Гаргамуни нашел в магазине диктофон. Or at least Prabhupada had seen it, maybe in some doctor's surgery. He mentioned that the doctor would simply dictate the prescription and then the secretary would take away the tape and then type it up. Также Шрила Прабхупада замечал, что врачи пользуются такими диктофонами, чтобы диктовать рецепт по своему пациенту. Затем уже секретарь прослушивал эту запись и перепечатывал ее на бумаге. So Prabhupada was very quick to pick up on new technology. Шрила Прабхупада с легкостью подхватил эту новую технологию. And he immediately set up a system once he got some, full-time initiated disciples. И он сразу же решил систематизировать эту работу. У него уже было несколько учеников, которые получили посвящение. He discovered that many of them were good expert typists. И оказалось, что многие из них очень хорошо печатают на машинке. So I understood if I just simply dictate the purports and commentaries, then these boys and girls, they can type everything up. That will speed things up tremendously. Он понял, что ему, в принципе, можно просто надиктовывать свои комментарии, а юноши и девушки, которые очень искусны в пользовании печатной машинкой, смогут перепечатывать все это, и это сэкономит уйму времени. So in October of 1967 then, Prabhupada wrote from Delhi. В 1967 году, в октябре, Шрила Прабхупада писал из Дели. This is to Mukunda Prabhu. Это письмо было адресовано Мукунде Прабху. Prabhu at that time. Тогда он был Прабху. And he's writing, he says, I'm always aspiring after returning to your care. Он писал ему: я с нетерпением жду того момента, когда вернусь к тебе, и ты будешь заботиться обо мне. And I can overload you with typewriting tasks. И не сомневайся, у меня для тебя куча работы по транскрибированию. You've done this work always very nicely and sincerely. Ты всегда очень ответственно и искренне подходил к этой работе. And a secretary like Satsvarup Brahmachari is a great fortune for me. И такие секретари, как Сатсваруп Брамачари, это действительно удача, выпавшая на мою долю. I hope we shall very soon meet again. Я надеюсь, что очень скоро мы вновь встретимся. And help each other in the matter of discharging this Krishna consciousness
activity. И будем помогать друг другу в распространении сознания Кришны. I am now 90% okay, Сейчас мне уже хорошо на 90%. and I think I can return safely. И я думаю, что вполне могу возвращаться. This letter typewriting work is done by me. Это письмо я напечатал сам. For 2 days, I am alone Вот уже 2 дня я совсем один. and doing everything myself as an experiment. И в качестве эксперимента я все делаю самостоятельно. So this letter proves that I am now well. Так что письмо, которое ты читаешь, является прямым доказательством тому, что мне уже лучше. Please offer my blessings to all the boys and girls there. Пожалуйста, передай мои благословения всем юношам и девушкам. Then again in December, this is just before Prabhupada left India to return to America. И прямо перед отъездом в Америку в декабре из Индии Шрила Прабхупада пишет. Prabhupada writes to Jadharani. Это письмо адресовано Джадурани. I'm not sure whether Jadharani and Satsvarup were married together at this point, but they were shortly after. Я не уверен, были ли тогда Джадурани и Сатсварупа женатыми, но, по крайней мере, это произошло. Они женились сразу после этого At письма. least Jadharani was the first person to be engaged in doing transcendental artwork, oil paintings. Ядурани или Джадурани – это та преданная, которая первой стала писать трансцендентные картины для Шрилы Прабхупады. And Satsvarup was doing the typing of the transcriptions of the Bhagavatam tapes. А Сатсварупа занимался тем, что он транскрибировал надиктованные переводы к Бхагаватам и комментарии Прабхупады. So anyway, Prabhupada wrote on the 16th of December, 1967, I think he just returned to America. Итак, сразу по возвращении, насколько я понимаю, в Америку 16 декабря 1967 года Шрила Прабхупада пишет: He said, please convey my blessings to Satsvarup and Pradyumna. «Пожалуйста, передай мои благословения Сатсварупе и Прадьюмне». Now, Pradyumna is mentioned because somehow or another he had a natural inclination to learning Sanskrit. Прадьюмна примечателен тем, и здесь о нем говорится, в связи с тем, что так получилось, что от природы он был склонен к изучению санскрита. He never had any formal training, Он никогда профессионально этому не but he учился, just somehow or another, it must have been from a last life, he just automatically learnt it. но как-то естественным образом, видимо, навыки сохранились с прошлой жизни, он взял и выучил санскрит. So even at the end of 1967, Prabhupada had begun to engage him in doing Sanskrit editing work on his books. По этой причине уже к концу 1967 года Шрила Прабхупада занимал его редактированием санскритских текстов. So he says, inform Satsvarup that very soon Прабхупада пишет: «Скажи Сатсварупе, I'm going to overload him with tapes for typing. что очень скоро я до головы загружу его пленками, которые нужно будет транскрибировать. My dictaphone is a little out of order. Сейчас диктофон у меня немного барахлит. Gargamuni has taken charge of repairing it. Гаргамуни пытается его отремонтировать. And as soon as I get it back, my work on the Srimad Bhagavatam will begin. И как только диктофон будет снова у меня, я продолжу работать над Шримад Бхагаватам». At the present moment, Что же касается нынешнего момента, I have some difficulty in sleeping. то я испытываю некоторые сложности со сном. I cannot sleep more than 3 hours at night Ночью я не могу спать дольше 3 часов and only 1 hour in the day. и более часа днем. So if it continues like that, Если все будет продолжаться в таком же духе, and if I keep fit, и healthy, если здоровье мое не подкачает, I think that I shall have ample time to work writing books. то я уверен, что у меня будет предостаточно времени, которое смогу посвятить написанию книг. So that's Srila Prabhupada. He could turn any negative into a positive. Таков Шрила Прабхупада. Любой негатив, любые сложности он мог превратить во что-то позитивное. Whatever happened, he could figure out how to transform that situation into another opportunity to increase his service. Что бы ни происходило, он всегда умудрялся повернуть это таким образом, чтобы это предоставило ему новые возможности для служения. We mentioned earlier that one of the after effects of this heart attack was this constant noise in his brain. Как мы уже говорили, после последнего, 3-го сердечного приступа у него в голове постоянно шумело.
So another effect was also that he couldn't sleep properly. Другая проблема после этого была в том, что он не мог хорошо спать. So for Prabhupada, that was an opportunity. Но Прабхупада видел в этом новые возможности. Yeah. Now, instead of sleeping, he'll work on the Bhagavatam. Он понял, что теперь вместо сна он будет работать над Бхагаватом. And that became his routine for the rest of this time on the planet. И такая работа над Бхагаватом стала его ежедневным занятием до последних дней на этой планете. Yeah, that he couldn't sleep and he would stay up all night and use that time for translating. Он не мог уснуть, поэтому бодрствовал ночью, но занимался тем, что переводил книги. Yeah, as he told George Harrison in 1976, he said, "Actually, I don't like to sleep." Однажды он сказал Джорджу Харрисону в 1976 году, что в действительности мне не нравится спать. When I go to sleep, I think, now I'm going to waste my time. Всякий раз, ложась в постель, я думаю, ну вот, сейчас буду время без толку терять. And at least when I was traveling with him, he was only sleeping maximum 3 to 4 hours a day. И, по крайней мере, в тот период, когда я путешествовал с Прабхупадой, я видел, что он спит максимум 3-4 часа в сутки. 1 hour after breakfast, В течение часа после завтрака, 1 hour after lunch, час после обеда and 1 to 2 hours at night time. и час или два ночью. Yeah, so that Prabhupada's transcendental determination. Такова трансцендентная решимость Прабхупады. So 3 days later, after writing that letter, Prabhupada wrote to Brahmananda, Написав то письмо, через 3 дня он пишет следующее Брамананде. and he says, regarding my health, Он пишет в нем: что касается моего здоровья, I am glad to inform you то я с радостью хочу сообщить тебе, that it's in better condition than last year when I returned from India. что сейчас я чувствую себя гораздо лучше по сравнению. Sorry, this is this is a letter from December 68. This is 1 year later. Через год, точнее, уточнение. Это письмо написано было в декабре 68-го. Он пишет, что сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем год назад, когда вернулся из Индии. So this is 1 year later. He's saying, I am feeling no more headaches, Итак, через год после возвращения он пишет: голова у меня больше не болит, nor any severe buzzing sound. и никакой шум в голове меня не беспокоит. But some buzzing is going on. Ну, то есть сильного шума нет, но немного все-таки шумит. So this is even after 1.5 years from the end of May 1967 when he had the heart attack to the end of 1968. Still he was getting some trouble from that incident. Итак, по прошествии более 1,5 лет после сердечного приступа, который случился в конце мая 67-го, сейчас в конце декабря 68-го он по-прежнему ощущает это беспокойство, шум в голове. So some buzzing is going on. Итак, шум не ушел. After all, it is a broken house. A broken house. В конце концов, этот дом уже разрушен. And I cannot expect all the comforts of a newly built house in an old broken residence. И не надо ожидать каких-то комфортных условий в старой хижине, полуразрушенной хижине. Prabhupada had a nice way of, comparing things and giving examples. Прабхупада приводил такие интересные сравнения и такие примеры. Okay, so we did have a little bit of a conversation again on that heart attack incidents on the boat. Итак, мы вспомнили с вами некоторые обсуждения о тех сердечных приступах, которые случились на корабле. Trivikram Maharaj had arrived in Los Angeles. Prabhupada was staying there for the first 10 days of June in 676. Тривикрам Махарадж приехал в Лос-Анджелес, где первые 10 дней июня остановился Шрила Прабхупада в 67 году, в 76 году. Trivikram Maharaj came in the afternoon of the 8th to report to Prabhupada that he would be flying to Hong Kong. И Тривикрам Махарадж пришел к Прабхупаде на встречу 8 числа и рассказал о том, что планирует поехать в Гонконг. A couple of weeks before in Hawaii, the devotees had produced the first Chinese Bhagavad Gita. За пару недель до этого преданные на Гавайях напечатали первую в истории Бхагавад-гиту на китайском. Prabhupada was extremely pleased. Шрила Прабхупада был чрезвычайно доволен этим. And Trivikram Maharaj was there, so he volunteered to distribute those Chinese Bhagavad Gitas. И Тривикрам Махарадж вызвался
распространять эти Бхагавад-гиты на китайском. So he now came to report, now I'm flying out, we're going to begin. Итак, он пришел к Прабхупаде, чтобы рапортовать, что сейчас он отправляется в Гонконг и начнет распространять эти He книги. also brought, what he said, was the very first news clipping of Srila Prabhupada in America. И также он привез первую подборку новостных статей из газет о приезде Шрилы Прабхупады в Америку. It was printed in the Butler Eagle in 1965. Эта статья была опубликована в газете Butler Eagle в 1965 году. Just a few days after Prabhupada had arrived in America. Буквально через несколько дней после приезда Прабхупады в Америку. There was a wonderful photo of him looking very innocent and humble. Photo, a wonderful photo. Там была удивительная фотография Шрилы Прабхупады, на которой он выглядел очень невинным и очень кротким. A saintly, scholarly person holding his Srimad Bhagavatam. На этой фотографии был изображен святой, ученый человек, в руках которого Шримад Бхагаватам. It was accompanied by a brief description of his activities and his intentions. Также там была небольшая статья, рассказывавшая о намерениях, с которыми Свамиджи приехал в Америку. And it described him as an ambassador of Bhakti Yoga. Там было написано, что он является послом бхакти-йоги. So Prabhupada was surprised and happy to see the news item. Шрила Прабхупада очень удивился и воодушевился, увидев эту статью из новостной газеты. And he fondly recalled how he was first sponsored to come to America through a chance meeting. И он тут же вспомнил удивительную историю того, как ему удалось попасть в Америку благодаря непредвиденной встрече. He was full of smiles as he recalled the events. Когда он вспоминал эти события, он то и дело улыбался. So he said, I did not say anything seriously. Прабхупада говорил: «Я ничего не сказал такого серьезного этому человеку». But Gopal's father, perhaps he took it very seriously. Но похоже, что отец Гопала принял все это очень серьезно. So Prabhupada met this man in the course of his preaching. Во время проповеди Шрила Прабхупада повстречался с этим человеком, I think he was from Agra. который жил тогда в Агре. And he had mentioned in passing that he was somehow or another hoping to go to America to do his preaching. И буквально походя он упомянул в разговоре с ним, что хотел бы поехать в Америку и там проповедовать. So he didn't, put much weight on it himself, but it seems that Gopal Agarwal did, or his father, Gopal Agarwal's father, took it very seriously. Он особенно даже не акцентировал на этом внимание, но отец Гопала Агарвала воспринял эти новости очень серьезно. So he might have written to Gopal И похоже, что он написал Гопалу, that Swami Bhaktivedanta wants to go to America. If you sponsor him, then he can go. что в Америку хочет приехать с вами Бхактивиданта. Если ты готов выступить спонсором его поездки, то обязательно поучаствуй в этом. So whatever the correspondence was there between the father and the son, I don't know. И Прабхупада продолжал: «На самом деле я не знаю точно, о чем переписывались сын с отцом. I had simply asked him, why don't you ask your son Gopal to sponsor so that I can go there? Но я помню, что спросил этого джентльмена: а почему бы вам не попросить своего сына Гопала выступить моим спонсором в поездке в Америку? I want to preach there. Я хочу поехать и проповедовать там». So after some months, 3 or 4 months, Прошло 2, 3 или 4 месяца. the no objection certificate from the Indian embassy in New York was sent to me. И я получил по почте сертификат о том, что американское правительство не возражает против моего приезда. That he had already sponsored my arrival there for 1 month. И оказалось, что Гопал Агарвал стал спонсором моего приезда в Америку, и я могу поехать туда на 1 месяц. So all of a sudden, I got the paper. И так ни с того ни с сего я вдруг получил документы. No objection certificate by the Indian embassy. Это также получил сертификат о невозражении моей поездки от индийского посольства. So I learned that so much inquiry was done and so on and so on. И я сразу же понял, что этот вопрос решился на многих уровнях. Then I tried to take the passport and the paper process. Но теперь мне нужно было получить паспорт и оформить другие документы. So I got my passport.
Я получил паспорт. Then I approached that Sumati Maharaji. И уже после этого я пошел к Сумати Мараджи. She had once given me 500 rupees in exchange for one of my Bhagavatams. Она с благодарностью приняла у меня книгу, том Бхагаватам, и в ответ пожертвовала мне 500 рупий. So I approached her. И я продолжал разговор с ней. Give me one ticket. Дайте мне один билет. They have their shipping company, Scindia Navigation. У нее была эта компания Синдия. So she said, Swamiji, you're so old. Но она ответила: Свамиджи, вы так стары, You're taking this responsibility? и теперь вы взваливаете на себя эту ношу. Do you think it's all right? Думаете, это нормально? No, it's all right. Да, это нормально. So at that time I was 70 years old. В то время мне было уже 70. So all the secretaries, И все ее секретари, they помощники, thought Swamiji is going to die there. они подумали, что Свамиджи едет в Америку умирать. Anyway, so they gave me a ticket. Ну, так или иначе, билет они мне выписали. One return free ticket by their ship. А также билет с открытой датой на обратную дорогу. Then there was another process to get a P form sanctioned by the state government. Теперь мне нужно было получить еще одну бумагу, она называется форма P, которую выдает государство. So that was applied for, but no sanction was coming. Я подал на эту бумагу, но никакого ответа не приходило. So then I went to the State Bank of India. Тогда мне пришлось самому пойти в Государственный индийский банк. Their officer, Mr. Bhattacharya. И там я встретился с неким чиновником, господином Бхаттачари. So he told me, Swamiji, you are being sponsored by a private man. И тот ответил мне: дело в том, Свамиджи, что вашим спонсором выступает физическое лицо. So we cannot accept it. И это для нас неприемлемо. If you're invited by some institution, then we could consider. Если бы вас пригласило юридическое лицо, тогда мы могли бы что-то сделать. But you're invited by a private man for 1 month. Но в данном случае вас приглашает физическое лицо на 1 месяц. And after 1 month, if you're in difficulty, and there'll be so many obstacles and so on. Но если по прошествии месяца у вас будут какие-то сложности, будут какие-то проблемы, Well, I've already prepared everything to go. и я же ответил: но я уже подготовил все, что необходимо для поездки. So I asked him, what have you done? Prabhupada asked the man, Mr. Bhattacharya, what have you done? И Прабхупада спросил господина Бхаттачари: ну а что вы сделали? No, I've decided not to sanction your P form. И Бхаттачари ответил: я понял, что я не буду выдавать вам эту форму P. No, don't do this. Нет, вы не можете так поступить. You better send it to your superior. Если вы должны обратиться к старшему, It пусть should он not be done разбирается. like this. Так нельзя делать. So he took my request and he sent the file to the chief officer of foreign exchange. Тогда он взял мое заявление и перенаправил его старшему клерку этого заведения. Something like that. Что-то типа того. Anyway, he was the supreme man in the State Bank of India. Ну, в общем, это заявление попало к какому-то большому человеку, самому главному в Государственном индийском банке. So I went to see him. Я пошел к этому человеку. So I asked his secretary, you've got such and such a file? Я обратился к его секретарю: к вам пришло такое-то заявление? You kindly put it to Mr. Rao. I want to see him. Пожалуйста, передайте его господину Рау, мне нужно с ним увидеться. So the secretary agreed. Секретарь согласился. And he put the file in my slip that I wanted to see him. Он положил этот файл и обратился, передал его господину Рау, сказал, что Свамиджи пришел. And I was waiting. И вот я сидел в приемной. So Mr. Rao, he came personally. Господин Рау сам вышел из своего кабинета He said, Swamiji, I have passed your case, don't worry. и сразу же обратился ко мне: Свамиджи, я все сделал, все нормально, не переживайте. So in this way I came. Вот так я и приехал. So it is a great history. Так что это все великая история. And there were 2 days I was attacked in the heart on the ship. И в течение 2 дней у меня были сердечные приступы на корабле. So much hardship. Это было очень тяжело. So not wanting to miss any drop of nectar from Prabhupada's recollections, Мы не хотели потерять ни капли нектара из воспоминаний Прабхупады. Trivikram Maharaj prompted him to continue. И Тривикрам Махарадж
сделал жест, прося Шрилу Прабхупаду продолжать. He asked him, then you had a dream? И Тривикрама Махарадж сказал, и у вас там был сон, да? Prabhupada said a little thoughtfully, И Прабхупада так задумчиво посмотрел на нас и сказал, But he was a little reluctant to reveal anything further. Очевидно было, что он не хочет говорить о том, что произошло дальше. I had not heard this kind of detail myself, so I wanted him to continue. Сам я подробностей этой истории не знал, поэтому очень хотел услышать о них от Прабхупады. As I mentioned, there was no Prabhupada Lilamrita at that time. Как я уже говорил, в те времена у нас не было Прабхупады Лиламриты. So lots of things were still being revealed by Prabhupada that most of us didn't know about. Поэтому многие из нас мало чего знали о Шриле Прабхупаде. Он все время рассказывал что-то новое о себе. So I asked him, what was that, Srila Prabhupada? И я спросил, да, а что там случилось, Шрила Прабхупад? So Prabhupada smiled bashfully. Шрила Прабхупада Very Шрила shy. Прабхупада скромно улыбнулся. He said, the dream was that I must come here. И он сказал, суть сна была в том, что мне нужно сюда ехать. So I asked him, it was some instruction that you got? Я спросил, вы получили какие-то указания? I was trying to delve in, but not demand. Я пытался как-то проникнуть в это, но ничего не требовать от Прабхупады. So then Prabhupada said, the dream was that Krishna in his many forms was rowing the boat. Шрила Прабхупада продолжил. Сон был такой, там был Кришна, и он предстал во многих обличиях, и во всех этих обличиях он греб на лодке. And then when I arrived in Boston, I wrote that poetry. И по прибытии в Бостон я написал то самое стихотворение. So he continued for a few minutes describing his first year in brief. Затем в течение нескольких минут он описал события первого года, которые он провел в Америке. How he had kept extending his visa. Он рассказал, как время от времени он приходил и продлевал свою визу. And how another heart attack had forced him to return to India because he thought he was going to die. И как из-за последнего сердечного приступа ему пришлось таки вернуться в Индию, ибо он был реально под угрозой смерти. When he had gotten on the plane, Когда Прабхупада сел в самолет, he said that Brahmananda and all the others were crying, он видел, что Брамананда и другие преданные плачут, thinking that he might not return. ведь они думали, что он может не вернуться. But 6 months later, he did come back. Однако он вернулся по прошествии полугода. And shortly after that, then the Los Angeles Center was started in earnest. И затем очень скоро открыли храм в Лос-Анджелесе. It's wonderful to sit and hear Prabhupada recall his efforts to spread Krishna consciousness. Очень здорово было сидеть и слушать о том, как Шрила Прабхупада сам вспоминает о том, как он распространял сознание Кришны. And again, it drove home the great personal sacrifice that he has made, ultimately just for our benefit. И вновь мы убедились в том, насколько великую жертву совершал сам Шрила Прабхупада ради нашего блага. So, nice little snippets there, Prabhupada gradually revealing some of his inner inspirations. Так нам повезло услышать эти интересные истории из уст Шрилы Прабхупады. So I mentioned this morning Prabhupada's admonition, never take me to the hospital. Итак, я сегодня уже говорил, что Прабхупада неоднократно настаивал: никогда не везите меня в больницу. I have occasionally been questioned, by different devotees, not many, but some, as to why we didn't make much more medical arrangement for Prabhupada when he left. Несколько раз преданные спрашивали меня о том, почему мы не обеспечили ему более интенсивную медицинскую помощь в те дни, когда он уже уходил. And of course the opportunity was there. Конечно же, мы могли бы сделать это. Prabhupada had one friend from Allahabad, Dr. Ghosh. Например, у Прабхупады в Аллахабаде был друг, доктор Гош. And he was called, when Prabhupada got really, really sick in 1977 at the Gaurpurnima Festival. Во время фестиваля Гауру-Пурнимы 1977 года, когда Шриле Прабхупаде стало по-настоящему плохо, мы вызвали доктора Гоша. Just on the first day of the festival, he got super sick.
Это произошло в первый день фестиваля, когда Шри Прабхупаде стало по-настоящему And плохо. for about 6 days, he was running a very high fever. В течение 6 дней у него держалась очень высокая температура. And I don't think he ate anything practically for 5 or 6 days. И, по-моему, в течение тех 5 или 6 дней он практически ничего не съел. So this Dr. Ghosh, being an old friend, he was called from Allahabad. Итак, мы вызвали доктора Гоша, его старого друга из Аллахабада. So on March the 5th, 1977, Итак, 5 марта 1977 года Prabhupada's temperature has returned to normal this morning. записи этого дня. Сегодня утром температура Прабхупады понизилась до нормы. Dr. Ghosh came in and prescribed several Western medicines. Пришел доктор Гош и прописал несколько аллопатических медикаментов, лекарств. He is well-meaning. Well-meaning. Он полон надежды, он полон надежд. But he's in illusion, thinking that medical science can at least prolong someone's life. Тем не менее, он находится в полной иллюзии, думая, что медицина способна продлить жизнь человека. At one point, he suggested that the best thing for Prabhupada would be to go to Bombay. В какой-то момент он даже предложил, что лучшее, что мы можем сделать для Прабхупады, это отвезти его в Бомбей. And enter a clinic there И там положить его в больницу. where they have a machine that can suck out all your blood У них есть такая особая машина, которая может высосать из человека всю кровь, and clean it and then put it back in. очистить ее и опять впустить в тело. Nobody responded when he mentioned this. Когда он об этом сказал, никто даже не отреагировал, We couldn't even imagine putting Prabhupada through that. потому что мы представить себе не могли, чтобы подвергнуть Прабхупаду этому. So after he'd gone, Prabhupada told us that his godbrother Tirtha Maharaj had died on such a machine with all tubes sticking in him. Когда доктор Гош вышел, Шрила Прабхупада сказал нам, напомнил, что его духовный брат Тиртха Махарадж умер именно при таких обстоятельствах. Он лежал в больнице весь истыканный иглами и трубками. And he mimicked another godbrother, Akinchana Krishnadas Babaji, who had reported to Prabhupada that Tirtha had had all the most up-to-date methods. Prabhupada was mimicking him. Akinchana Krishnadas had come and reported, Tirtha Maharaj got all the up-to-date methods. So Prabhupada was mimicking that very sarcastically. И Шрила Прабхупада с сарказмом, подражая его своему духовному брату Акинчане Кришнадасу Бабаджи, показал эту ситуацию, ее театрализованно, что вот, ты знаешь, Тиртха Махарадж, он умер в больнице от всех этих современных методов медицины. He was very proud of this, Prabhupada said sarcastically. И Шрила Прабхупада с сарказмом заметил, что он очень этим гордился. He admonished us very strongly Он очень высоко ценил их. that we should not disturb him in this way. Но Прабхупада утверждал, что мы не должны ни в коем случае подвергать его таким And that he вещам. wanted to die without the hospital. Он говорил, что хочет умереть без больниц. So there's a lot of references, Prabhupada telling devotees, let me die peacefully, never take me to the hospital, don't give me any of this medicine. И так Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал в разговорах со своими учениками, что они не должны отвозить его в больницу и должны позволить ему спокойно умереть без всех этих страшных процедур. So I left Prabhupada's party in mid-March of 77. В середине марта 1977 года я оставил группу, путешествовавшую с Прабхупадой. Goswami had come on as Prabhupada's permanent secretary. И в тот момент постоянным секретарем Шрила Прабхупады стал Тамал Кришна Госвами. And he took up keeping a diary from where I left off. И он продолжил вести дневник с того момента, на котором остановился я. So he records quite a few incidences again where this topic of hospitals came up. В его дневнике можно прочитать о нескольких подобных случаях, когда вопрос с больницей вновь всплывал в разговорах с Прабхупадой. This is April the 29th, 1977 in Bombay. Это было 29 апреля 1977 года в Бомбее. And Prabhupada told Tamal Krishna, reflecting on the development of ISKCON, Шрила Прабхупада, раздумывая о том, как развивается ИСККОН, обратился к Тамал Кришне Махараджу. he said, this is a great history forming ISKCON. Он сказал, что формирование ИСККОН – это великая веха в истории человечества. So from my part, whatever has been possible, I've done. И я сделал все, на что в принципе был способен. Now you take care.
Теперь вы должны взять эстафету. That is my request. Я прошу вас лишь об этом. Don't spoil it. Не испортьте все. Now it is up to you. Теперь все в ваших руках. With my ailment, I can pass away at any moment. Я очень болен и умереть могу в любой момент. My health is not good. Здоровье у меня из рук вон. I'm an old man. Я уже стар. It's not surprising. И в этом нет ничего удивительного. Now you GBC, young boys, all American, expert, Теперь все вы, американские юноши, GBC, вы все очень разумны. you've got all intelligence and resources, so don't spoil it. У вас есть необходимый разум и все нужные ресурсы, поэтому, пожалуйста, не спустите все это на нет. Let the movement go forward more and more. Пусть же движение продолжает развиваться. Now you've got nice places, Сейчас у вас есть хорошие храмы, filled with в devotees. которых полным-полно преданных. Don't be anxious for me. Не цепляйтесь за меня. Krishna will take care. Кришна позаботится о вас. And even if I go, where is the harm? И даже если я уйду, что в этом плохого? An old man. Я уже старик. So I've given my ideas and directions in my books. В своих книгах я изложил все свои мысли и все свои указания. People appreciate. Люди это смогли оценить. So I think from my side, I've done everything. Поэтому я верю, что сделал все, что в принципе должен был сделать. Is it not? Разве не так? Do you think or not? Как вы думаете, так или нет? So Tamal Krishna says, yes, you've done everything. И Тамал Кришна Махараджи, да, вы все сделали. All right, Prabhupada said, so you are young men, American boys. Прабхупада продолжил. Так вот, вы, юноши, молодые американцы. And Tamal asked him, but still we want the whole Bhagavatam, Srila Prabhupada. Но Тамал продолжал. Прабхупада, но мы хотим, чтобы вы закончили Бхагаватам. Prabhupada said, that will be done. Прабхупада сказал, это не вопрос. Even if it is not fulfilled, Это мы сделаем, но даже если мы это не сделаем, there's no harm. в этом вреда не будет. But don't send me in any case to a hospital. Но в любом случае, в больницу меня не отправляйте. Now I'm pointing this out. Вот это тот момент, который хочу подчеркнуть. They are useless. И Прабхупада продолжил, он говорит, они бестолочи. So Tamal Krishna assured him. И Тамал Кришна Махарадж заверил Прабхупаду. He said, there's no doubt that you know your body a lot better than they could ever know it. We know your body a lot better than they can know it. Yes. И Тамал Кришна Махарадж сказал, конечно, мы знаем ваше здоровье, ваше состояние вашего тела гораздо лучше, чем они когда-либо смогут даже разобраться в вашем здоровье. You've lived with it for so many years. Поскольку мы живем с вами уже столько лет, They just take somebody's body and make so many things. они лишь берут чье-то тело и пытаются экспериментировать с ним. So Prabhupada stopped. He said, yes, hospital failure. Sorry? Hospital failure. И Прабхупада. Yeah. Прабхупада сказал, да, эти больницы, это все никуда. So one other example. Вот еще другой пример. That was April. Now, a couple of weeks later, at the beginning of May, Prabhupada went to Rishikesh. Итак, предыдущая история, диалог произошел в апреле, и через пару недель, в начале мая, Шрила Прабхупада поехал в Ришикеш. He'd been told that the weather was very nice there. Ему сказали, что там хороший климат. And on the banks of the Ganges, it was very conducive for healing. И находиться на берегу Ганги было очень благоприятно для выздоровления. So they spent, I think, about a week or 10 days. Около 7 или 10 дней Прабхупада пробыл в Ришикеше. So May the 8th, Итак, 8 мая Prabhupada's again telling Tamal Krishna Прабхупада вновь общается с Тамал Кришной. what to do if somehow or another he becomes unconscious. What to do if somehow he became unconscious. Что нам делать, если вдруг он потеряет сознание? So he said, never put me in the И hospital. Прабхупада сказал, в больницу меня ни под каким предлогом. You can refuse that this is our Guru Maharaj's order. Вы можете всем сказать открыто, таков приказ нашего Гуру Махараджа. Chant Hare Krishna, Просто повторяйте Хари Кришна. bas. И все, бас. Let me die peacefully. Позвольте мне мирно умереть. Tamal said that when Chaitanya Mahaprabhu was unconscious, all his disciples would do is chant in his ear. Тамал продолжал, когда Чайтанья Махапрабху терял внешнее сознание, ученики окружали его и в уши кричали ему Хари Кришна. Prabhupada smiled, that's all.
Прабхупада улыбнулся, да, и нормально. So Tamal told him, he reassured him, so we'll take that as our example. Тамал сказал с уверенностью, Прабхупада, мы примем это как руководство к действию. Please don't ever doubt that. Пожалуйста, ни на йоту не сомневайтесь в этом. We will never let them. Мы никогда вас им не отдадим. It will be over my dead body. Если они попытаются, то через мой труп. So Prabhupada said, yes, he said, this is my order. Прабхупада сказал, да, таков мой наказ. If I become unconscious, just let me go. Если я потеряю сознание, просто позвольте мне уйти. Yeah, so I have a few more quotes. We took Prabhupada back to Vrindavan at the beginning of October 1977. В начале октября 1977 года мы привезли Прабхупаду обратно во Вриндаван. And there were many very intense exchanges in that last 6 weeks. И за последние 6 недель его пребывания на земле у нас состоялось очень много напряженных диалогов. And this topic again came up, no hospital. И эта тема также обсуждалась, о том, что в больницу нельзя. On the 8th, the 10th, the 12th, the 18th, Это было and November the 3rd. Это было 8, 10, 12, 18 октября и 3 ноября. So Prabhupada, of course, was by that time bedbound in his darshan room there in Vrindavan. В это время Шрила Прабхупада был уже буквально прикован к постели. Он лежал на своей кровати в комнате для даршана во Вриндаване. He had stopped eating solids about 2 or 3 months before. Уже 2 или 3 месяца он не ел никакой твердой пищи. Just when we got back to Vrindavan that last 6 weeks, he started to eat some solid food again. Когда мы вернулись во Вриндаван, то вот в течение этих последних 6 недель он начал принимать вновь твердую пищу. At least for about a week or so. Ну, может быть, неделю или около того он это делал. His sister Bhavatarini, who we used to call Pishima, she had come. Туда приехала его сестра Бхаватарини, которую мы называли Пишима. And Prabhupada accepted some prasadam from her, cooked by her. И Шрила Прабхупада принимал в пищу какие-то вещи, которые она готовила. And although he agreed, actually, in mid-October to make some effort to try to stay with us, И хотя в середине октября он согласился попытаться остаться с нами, ultimately, of course, his body was finished by that time. но в конце концов было очевидно, что в это время его тело уже прошло So необратимый the рубеж. last couple of weeks, we were just doing 24-hour kirtan in Prabhupada's room. Поэтому последние 2 недели мы непрестанно пели круглосуточный киртан в его комнате. So Prabhupada requested the devotees that 2 songs especially could be sung. Шрила Прабхупада просил преданных, чтобы они особенно уделили внимание 2 песням. Yeah, Chintamani Prakara Sadmashu, the Brahma Samhita, Это молитвы Брахма Самхиты, которые начинаются Чинтамани, Пракара Садмасу. and of course the Hare Krishna mantra. И, конечно же, Хари Кришна. So Prabhupada said they should be continued as well as other songs, but especially in his room they should be sung. Прабхупада сказал, что можно петь разные баджаны, но вот эти 2 песни необходимо продолжать всегда. So Tamal asked Prabhupada if he wanted to drink something. Тамал спросил Прабхупаду, не хочет ли он попить. So Prabhupada said, when I want something, then you can give me Charanamrita. Прабхупада сказал, если я захочу, дай мне чаранамриты. So he asked him, shall I give you some now? Тамал спросил, дать вам сейчас? So Prabhupada said, I'm not thirsty now, Прабхупада сказал, сейчас я не чувствую жажды, but Charanamrita a little can be given in a spoon. но немножечко чаранамриты на кончике ложечки можно дать. There's no harm. От этого вреда не будет. But don't take me to the hospital. Но в больницу меня не вози. So Tamal again, many reassurances. No Prabhupada, under no circumstances. И Тамал вновь стал говорить, нет, Прабхупада, ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете. Even if you are unconscious, Даже если вы потеряете сознание, we will simply chant. мы будем лишь воспевать. Prabhupada said, yes, he said, I am quite all right here. Прабхупада сказал, да, и так мне вполне устраивает. And then he added a little punchline to that last visit that Prabhupada made to the West when he went to London. И затем Прабхупада упомянул о своей последней поездке на Запад, когда он доехал до Лондона. There had been some idea that from London he would go on to America. План был таков, что из Лондона Прабхупада полетит в Америку. And he had an intention to
visit all the farms И Прабхупада хотел посетить все фермы and somehow or another solidify a varnashram system. для того, чтобы заложить фундамент для системы варнашрамы. Of course, when he got to London, then he got sick again, more sick. Конечно, когда преданные, его группа приехала в Лондон, то Прабхупаде стало гораздо хуже. And he had some problem. It had come up once or twice before. He had this problem where suddenly he couldn't pass urine anymore. И у него обострилась проблема, которая пару или тройку раз случалась с ним прежде. Он не смог, жидкость не выходила больше. A very dangerous condition. Это очень опасная ситуация, когда моча не выходит. How long can you go without passing urine? Но как долго может протянуть человек, если урина не So the выходит? devotees had to decide what to do. И преданным необходимо было принять решение о дальнейших шагах. So they met with one doctor. Они пообщались с одним врачом. He explained that there was some scar tissue which was preventing Prabhupada from passing. Он объяснил, что есть некий тромб, который не позволяет Прабхупаде спускать урину. So he assured them it was a very minor operation, it would just clear the blockage and then that problem would not come up again. И он сказал, что, в принципе, это несложная операция, мы можем просто убрать этот тромб, и никаких проблем не будет. So despite all the promises Но сколько бы он ни описывал, не расписывал эту операцию, and Prabhupada's requests, по просьбе Прабхупады, when Tamal discussed the situation with Prabhupada, Prabhupada agreed, all right, let's have the operation. когда Тамал обсуждал эту перспективу этой операции с Прабхупадой, Прабхупада сказал, хорошо, давай прооперируемся. So that was completed successfully. И операция прошла успешно. But immediately afterwards, Prabhupada decided, all right, let's go back to Vrindavan. Но сразу по Or back to India, rather. ее завершении Шрила Прабхупада решил, что необходимо отправляться в Индию. So now in this conversation in Vrindavan, just, November the 3rd, Prabhupada added this little comment. He said, I came back from London on account of fear of being in this hospital. И так 3 октября, оказавшись во Вриндаване, Шрила Прабхупада сказал, на самом деле я приехал сюда во Вриндаван, потому что я боялся оставаться в той лондонской больнице. Okay, so one last little comment, another conversation with Tamal. И прочитаем еще одну беседу с Тамалом. And I think this was just in October, November of 77. Она произошла в октябре или в ноябре 1977 года. This is my only request, Prabhupada said. Прабхупада сказал, я прошу вас лишь об одном. That at the last stage, don't torture me Когда настанет последний момент, не подвергайте меня пыткам, and put me to death. которые только убьют меня. Means by putting him in the hospital. Он говорит о больнице. So I'm not eating anything. Я ничего не ем. And if we chant by batches, chanting, then I can hear. Но когда вы по очереди повторяете посменно, то я слышу ваш киртан. Okay, so that was Prabhupada's attitude to hospitals. Вот так вот Шрила Прабхупада лично относился к больницам. So as I mentioned, practically the whole time that I was traveling with Prabhupada, which was from late 75 through early 77, he was sick. И так как я уже говорил, по крайней мере в то время, когда я путешествовал с Прабхупадой, сопровождал его с конца 75-го до начала 77-го года, он все время чем-то болел. So just in the preface to one of my diaries, И в качестве пролога к одному из своих дневников я написал: I note there that at the same time as Prabhupada's continued traveling, в то же время, как Прабхупада продолжает путешествовать, warning signs of his deteriorating health grew stronger. мы все ярче видим признаки того, что здоровье его разрушается. Yeah, this is during 76. Это я написал о 76-м годе. He suffered attacks of toothache, У него случаются приступы зубной боли, high blood pressure, повышенное кровяное давление. heart palpitations, heart palpitations, У него сбои в работе сердца, kidney disease, также болезнь почек and flu.
и tolerating them with stoic indifference. у него опухают конечности. Tolerating stomach indifference. Stoic. You know what И все это, но все это он стоически переносит. Relentlessly pushing himself on despite his weakening bodily condition. Как бы тело его не болело, не стонало, он непрестанно толкает себя к тому, чтобы делать новые подвиги. It was both distressing Это причиняет нам как боль, and impressive. так и очень впечатляет нас. Yeah, it was distressing for us because there was very little that we could do to relieve him. Мы чувствуем боль, поскольку понимаем, что практически ничего не можем сделать, чтобы избавить его от этих страданий. And it was impressive because we saw how his great and selfless determination to use his body to the last breath in the service of Lord Krishna. Но мы очень впечатляемся, воодушевляемся его примером того, как он занимает свое тело до самого последнего дыхания служением Господу Кришне. So Prabhupada's general mood then was that preaching comes before health and before anything else. В целом настроение Прабхупады было таковым, что первым приоритетом до здоровья и всего остального он ставил проповедь. So March of 76, Prabhupada got a new secretary, Pushta Krishna Swami. В марте 1976 года у Прабхупады появился новый секретарь Пушта Кришна Свами. And we set off from Bombay on April the 18th. We went to Melbourne in Australia. 18 апреля мы выехали из Бомбея по направлению к Мельбурну в Then we Австралии. went to Auckland, New Zealand for 1.5 days. Затем на 1,5 дня мы приехали в Окленд, Новая Зеландия. And then we arrived at the end of April in Fiji. И к концу апреля мы приехали на Фиджи. So as soon as we settled in, Как только мы приземлились и обустроились, Prabhupada's secretary, Pushta Krishna Swami, and the local GBC, Guru Kripa, тогда в этот же момент секретарь Прабхупады Пушта Кришна Свами и местный GBC Гуру Крипа, they had a meeting with Mr. Deoji Punja, who was the local man who was the key to developing ISKCON there. они организовали встречу с местным бизнесменом Дауджи Пуджа, который был очень благотворный. Not Puja, Punja. Пунджа, его фамилия была Пунджа. Он был очень благорасположен к ISKCON и хотел помочь развитию там. So they called him in and went over the proposed preaching programs for Prabhupada for the next few days. Итак, этого господина Пунджу пригласили и озвучили Шри Прабхупаде планы на проповедь на ближайшие 2 дня. Despite his objections, they pressured him to cancel some of those which involved traveling to other parts of the island. Хотя Прабхупада настаивал, но они все-таки тоже, в свою очередь, настояли на том, чтобы отменить несколько программ, на которые нужно было бы ехать на другую сторону острова. And they wanted him to minimize most of the others, Они также хотели, чтобы Прабхупада свел к минимуму другие программы. with the hope that Prabhupada can translate and get rest. Они надеялись, что Прабхупада отдохнет и будет переводить книги. So I happened to be walking past when I saw them getting on his case, basically, in the secretary's room. И когда я, проходя мимо, заметил, что они как раз обсуждают эту тему в комнате секретаря. And I could see he was very disturbed because some halls had already been booked, they'd already advertised like that. Not Prabhupada, Mr. Punja. И я увидел, что когда Пушта Кришна и местный GBC, когда они обсуждали это с господином Пунджей, то он уже начал немножко волноваться, потому что были забронированы какие-то места, программы были почти организованы. So they were very heavy, and so he finally agreed. Но они давили на него, и поэтому ему пришлось подчиниться. But I saw him, he was very disturbed. Но я по лицу видел, что господин Пунджа очень обеспокоен. So as soon as he came out of the room, И когда он уже вышел из этой комнаты секретаря, I went over, I said, now you go and see Srila Prabhupada and discuss what he wants. и я сказал ему, перехватил его по дороге и сказал, не сходить бы вам к Шриле Прабхупаде и не спросить его, чего хочет он. So Prabhupada became angry, Прабхупада очень разозлился. and he immediately called for his secretary and GBC. Он сразу же позвал туда секретаря и GBC. Pushta Krishna explained that they were only trying to avoid
inconveniencing Srila Prabhupada. Пушта Кришна объяснил, что все, что они хотели, это ограничить беспокойство для Прабхупады. But Prabhupada immediately corrected him. Но Прабхупада сразу же поставил его на место. He said, for someone my age, Если ты видишь человека моего возраста, the inconvenience is there simply in traveling. то пойми, что само путешествие – это уже беспокойство. But I have accepted that willingly for the sake of preaching. Но я же принял на себя это беспокойство добровольно, ради проповеди. Now we're here for the benefit of the local men. Сейчас мы приехали сюда, чтобы благо получили местные люди. We are in their hands. Мы сейчас принадлежим им. So now you make arrangements for whatever programs Daoji wants. Поэтому немедленно организуйте все те программы, которые хочет Дауджи. And we shall stay as long as required. И мы останемся здесь столько времени, сколько потребуется. So some compromise was reached. Ну, в конце концов, нашли какой-то промежуточный вариант. But it was a valuable lesson for Prabhupada's new secretary. Но этот урок был чрезвычайно важным, бесценным для нового секретаря Прабхупады. This was one of the difficulties of being part of Prabhupada's personal team. Это была одна из тех сложностей, которые испытывал человек, находясь в команде с Прабхупадой. Pushta Krishna now is beginning to understand that Prabhupada's servants are here to assist him. Теперь Пушта Кришна начинает понимать, что слуги Прабхупады призваны помогать ему. We're here to see to his personal requirements Наше призвание в том, чтобы следить за его личными нуждами, and make life as easy as possible for him, в том, чтобы максимально упрощать его жизнь, облегчать ее, so he can concentrate on his real business of spreading Krishna consciousness. для того, чтобы он мог сосредоточиться на своем истинном призвании, на распространении сознания Кришны, Especially through his book writing. в особенности через написание книг. Yet at the same time, Однако, в то же самое время, assisting Prabhupada means having to make arrangements that we know will bring personal inconvenience and even disruptions to his health. но в то же самое время помощь или служение Прабхупаде означает, что мы идем на организацию неких мероприятий, которые, как кажется, сейчас плохо сказываются или даже разрушают его комфорт и здоровье. So it's easy then to get caught in a seeming contradiction. Поэтому человеку очень легко попасть в эту видимую дилемму. But Prabhupada's preaching strategy Однако стратегия проповеди Прабхупады means that the consideration of personal comfort and convenience is secondary. подразумевает, что личный комфорт и удобство он ставит всегда на второй план. And it is the servant's business to understand and serve his desire to preach. И обязанность слуги или помощника заключается в том, чтобы понять это его желание проповедовать, And not our own conception of providing him with protective relief. а не навязывать ему свое представление о том, что его нужно поберечь и предоставить ему комфорт. So it's kind of like a difficult situation. Да, это непростая ситуация. Yeah, we were there to relieve Srila Prabhupada of, so many items so that he could relax and he could have time for his translation. Наша обязанность была в том, чтобы освободить Шрилу Прабхупаду от многочисленных головных болей по каким-то мелочам, чтобы он мог сосредоточиться на переводах. But at the same time, he was there to preach, do programs, travel here and there. Но одновременно с этим он планировал проповедовать, путешествовать, проводить программы. And we knew that that would disrupt his health. Мы, конечно же, понимали, что это негативно скажется на его здоровье. But we had to assist him in doing activities then that we knew would disrupt his health. Однако мы должны были помогать ему делать то, что, как мы понимали, разрушает его здоровье. Yeah, so it was always a bit of a conundrum for the servants. Так что слуги всегда находятся вот в этой сложной дилемме. Is there actually a Russian word for conundrum? Conundrum. I'm not sure. All right, we'll talk about it later. Yeah, it's kind of similar. Yeah, conundrum, something that brings about an opposite result. Anyway, don't worry about it. Okay, so from Fiji, we went to Hawaii. С Фиджи мы направились в Гавайи. And the purpose for going to Hawaii, again, was so that Prabhupada could get away from management
and he would have more time so that he could increase his translations of the Bhagavatam. И по идее мы ехали на Гавайи для того, чтобы разгрузить Шрилу Прабхупаду от менеджмента, чтобы он смог посвятить больше времени переводам в тихой атмосфере Гавайи. Which over the 1 month, May of 76, Prabhupada increased his writing by about 6 to 7 times the amount. И так и получилось, что с начала мая 1977 года Шрила Прабхупада стал работать над переводами больше, в 6 или в 7 раз, чем обычно. Rameshwara Swami, he was the head of the BBT in America. В то время американская BBT возглавляла Рамешвара Свами. And he had visited Prabhupada in Vrindavan the month before. За месяц до этого он встречался с Прабхупадой во Вриндаване. And he informed him that the BBT had now caught up in publishing the work that Prabhupada was translating. И он сказал ему тогда, что сейчас BBT никак не поспевает за Прабхупадой, они буквально завалены служением по печатанию книг, которые Прабхупада к этому моменту перевел и прокомментировал. The year before, when Prabhupada had gone to Los Angeles, За год до этого, когда Прабхупада был в Лос-Анджелесе, they had just moved the BBT from New York to Los Angeles. туда только переехала BBT из Нью-Йорка. And Prabhupada discovered that there were 17 volumes on the material for 17 volumes of books that was still in production and not yet published. И Прабхупада выяснил, что сейчас у них накопилось в процессе работы около 17 томов рукописи на 17 томов книг, которые они все еще не опубликовали. So Prabhupada was upset. Прабхупада расстроился. And he said he was discouraged from translating if they couldn't keep pace with him and publish at the same rate that he was translating. Прабхупада сказал, что это обескураживает его. Если они не поспевают за ним, за его ритмом, который он держит в переводе, то ему сложно поддерживать такой ритм. So there was a morning walk, I think maybe on Venice Beach. И как-то по венецианскому пляжу преданные гуляли с Прабхупадой утром. Prabhupada told them, he said, you've got 2 months whilst I'm here. I want every single volume to be published in 2 months. И Прабхупада вдруг заявил, что пока я буду находиться здесь в течение 2 месяцев, я хочу, чтобы вы напечатали все эти 17 томов. So Rameshwara, he said, but Prabhupada, that's impossible. И Рамешвара вдруг сказал: Прабхупад, но это невозможно. Prabhupada said, impossible is a word in a fool's И dictionary. Прабхупада произнес свое знаменитое: невозможно — это слово из лексикона дураков. So he and Radha Vallabha, they immediately left the morning walk. И тогда Рамешвар и Рада Валлабха сразу же отделились от группы They went утренней straight прогулки back to the temple. и побежали прямо в храм. They called all the BBT workers, Они собрали всех сотрудников BBT, editors, layout people, artists, Sanskritists, Bengali, whatever, everybody that was connected with the production of a book. всех художников, редакторов, корректоров, санскритологов, специалистов по Бенгалии, всех, кто был так или иначе занят в производстве книг. And they told them, okay, this is it. Prabhupada ordered 17 volumes in the next 2 months. И сказали: ну вот, дела такие. Прабхупада, в общем, сказал, что нам за 2 месяца надо напечатать 17 томов книг. So they went on a 24-hour, 7-day-a-week, 3 shifts a day marathon. Поэтому с этого момента начался марафон по печатанию книг, который продолжался круглые сутки, всю неделю без выходных, в 3 смены. And actually, by the end of the 2 months, they completed the whole production and printing. И так и случилось. По прошествии этих 2 месяцев они напечатали все 17 томов. So now in 76, Rameshwara came in April to see Prabhupada in Vrindavan. И вот в апреле 76-го Рамешвара вновь приехал на встречу с Прабхупадой во Вриндаване. He told him, now Prabhupada, we've caught up with you. Он сказал: Прабхупада, мы вас догнали. It was like a transcendental competition. Это было также трансцендентное соревнование. So now you have to give us more material. You have to produce or translate even more. Будьте любезны, дайте нам еще книг на печатание. Нам нужно работать. So Prabhupada was very Переводите happy. больше. Прабхупада был очень счастлив этому. And he said, I accept the challenge. Он сказал: ладно, я принимаю твой вызов. So, the arrangement was made then. We'll spend 1 month in Hawaii in the month of May. Поэтому мы запланировали провести весь май на Гавайях. And Prabhupada delivered. Прабхупада так и сделал все. Yeah, in 1 month, as I say, he increased his translation work
about 6 or 7 times the normal amount. Как я упомянул, в течение мая он в 7 или в 6 раз больше переводил, чем обычно. But although he was getting relief, from being in Hawaii, it's so far away from everywhere, so he was getting relief managerially. И хотя, находясь где-то в отдалении, посреди океана, на Гавайях, конечно же, он был немного разгружен с менеджериальной точки зрения. But his bodily problems continued. Однако проблемы со здоровьем не оставляли его. So just a couple of days after we arrived there, Итак, по прибытии на Гавайи буквально через пару дней, May the 4th, 4 мая, Prabhupada rang his bell at 1 a.m. in the morning. в 1:30 ночи Прабхупада зазвонил в колокольчик. I jumped out of my sleeping bag next door Я спал буквально в соседней комнате, я выскочил из спальника and went into Prabhupada's room, followed by Pushta Krishna Swami. и заскочил в комнату Прабхупады. По пятам за мной бежал Пушта Кришна с вами. Prabhupada looked strained Прабхупада выглядел напряженным and he informed us that he was ill и сказал нам, что он болен. and he would not take his usual walk or give the morning Bhagavatam class. Поэтому на утреннюю прогулку он пойти не сможет и утренние лекции прочитать также не сможет. He is again having trouble with uremia. У него опять была проблема с мочеиспусканием. That's when your kidneys don't work and they don't eliminate the uric acid from your body. Эта проблема заключается в том, что почки перестают пропускать через себя жидкость и вырабатывать мочу. Then you get swelling, fluid swelling in your legs and feet. И поскольку жидкость не выводится из тела, появляются опухлости на руках и на ногах. So Prabhupada has to use the bathroom every hour. Прабхупаде приходилось ходить в туалет каждый час. His feet are badly swollen Ноги у него опухли, and сильно he's опухли, suffering from dizzy spells. и у него были головокружения. So then amazingly and yet typically, amazingly but typically, all right, after telling us this, that he was sick, he preached to the two of us on general points of philosophy for nearly an hour before sending us back to take rest. И к нашему удивлению, но как в принципе и заведено было в его случае, рассказав нам двоим об этих своих проблемах, он еще в течение часа проповедовал нам о философии и потом отправил спать. So that was Prabhupada. He Таков rang the был. bell at 1 o'clock in the morning to tell us that he was too sick to do the class or go on the walk. And then since we were already there, he sat us down and started preaching from the Bhagavatam, for about an hour before he sent us back. Таков был Прабхупада. Посреди ночи, в 1:30, он мог вызвать нас, сказать, что он болен, и поэтому не пойдет на утреннюю прогулку и не сможет давать лекцию. Но с другой стороны, поскольку мы уже пришли, и мы тут сидим, он в течение часа будет проповедовать нам философию Бхагаватам, а потом отправит спать. So, Prabhupada remained in his room throughout the morning. В течение утра Шрила Прабхупада оставался в комнате. After breakfast, he took rest После завтрака он поспал and did not ring to signal that he was ready for his massage until noon. и до полудня он не звонил в колокольчик, то есть не давал знать, что он готов к массажу. He then rested again for a long time in the afternoon Затем после обеда он еще продолжительное время отдыхал, and took rest early in the evening. а вечером лег спать пораньше. Although he only normally sleeps 3 to 4 hours in any one day, Хотя, как правило, он спит не больше 3-4 часов в сутки. when his body gets diseased, В тот момент, когда его тело заболевает, he makes the necessary adjustments to keep it going. он делает все необходимое, чтобы восстановить здоровье. There doesn't seem to be any question of good health for Srila Prabhupada. Говоря Шри Прабхупаде, мы не можем использовать понятие «хорошее здоровье», There's always something that's not right. потому что всегда что-то работает недолжным образом. But despite the hectic pace of his preaching, he is never neglectful. Однако, сколь бы напряженным ни был график его путешествий, он никогда не проявляет безразличия или пренебрежения к своему здоровью. He deals as carefully with his body as with any other asset that Krishna has provided for his service. Со своим телом он обходится столь же бережно, как и со всеми другими ресурсами, которые Кришна дает ему в служение. So, actually, whilst we were in Hawaii, it was pretty amazing to see how Prabhupada was working.
Вообще, в течение того времени, что мы были на Гавайи, было очень отрадно и удивительно видеть, как Шрила Прабхупада работает. There were several days when Prabhupada actually skipped his evening massage В течение нескольких дней Шрила Прабхупада пропускал вечерний массаж. and didn't take rest at all. И бывало, что он вообще не ложился спать. He just went without sleep completely Он просто обходился без сна, because he was so far into his translation work. поскольку он был так поглощен переводами. That was when he finished the 7th canto, and then he began work on the 8th canto. Там он закончил 7-ю песнь и начал работать над 8-й. Okay, so it's 4 o'clock. Итак, уже Is that 4 the end часа. of this session? Похоже, что у нас сейчас будет что-то другое, What да? happens now? Какие планы? Where's our organizer? We got an organizer here. Anybody knows what's going on? Здесь же есть, да? Организующая сила. Да, вот. That's 4 o'clock, right? And then after that, okay, so we're going to finish at this point. Итак, мы на этом месте остановимся. There's so much more that can be said, of course. Конечно же, мы еще много имеем сказать, I'll have to save that for the next festival. но думаю, что надо приберечь до следующего фестиваля, да? So thank you all very much for inviting me. Спасибо вам большое за то, что пригласили сюда. I hope that you've... All right. Yeah. Oh, we are. Okay. All right, so we're going to finish at this point. There's a drama apparently coming on. Хорошо, здесь мы остановимся. Сейчас будет представление, спектакль. And then after that we'll show a slideshow of the Bhaktivedanta Research Center in Calcutta. И затем, после спектакля, у нас будет презентация. Мы расскажем о исследовательском центре Бхактивиданты, который мы открыли в Калькатте. Well, we have a lot of very rare and valuable manuscripts and books, original writings of Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati. Там у нас очень много рукописей, очень древних, редких книг, напечатанных, изданных или написанных собственноручно Бхактивинодой Такуром и Бхактисиддхантой Сарасвати. So thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Спасибо вам большое. Шриман Хари Шаури Прабху ки джай.